Иностранные любители фигурного катания раскритиковали тренерскую работу Евгения Плющенко после того, как ряд его бывших и нынешних учеников опровергли факт причастности Евгения Викторовича к своему обучению. Масло в огонь добавили новости о присоединении тренера «Ангелов» Плющенко Сергея Розанова к тренировочному лагерю французского хореографа Бенуа Ришо. И прошлое неосторожное высказывание Плющенко в адрес Этери Тутберидзе, которую начинающий тренер имел смелость назвать спортивным менеджером. В комментариях на американском сайте Reddit, пользователи обвинили Плющенко в тщеславии. Академия Плющенко – тщеславный проект. И я думаю, Евгений понимает, что нельзя просто налепить на что-то свое имя, заманить детей и на этом остановиться. На самом деле он никого не тренирует. Он думал, что, заманив Сергея Розанова, исправит положение дел, но этого не произошло. Хотел бы я верить, что Евгений станет лучше на тренерском поприще, но не думаю, что он заботится о чем-то, кроме себя. Вопрос в том, действительно ли он переживает за то, как работа Академия Плющенко влияет на его имидж. Он играет с карьерами людей. Часть вины лежит на самих фигуристах, которые не распознали в нем ненастоящего тренера. Я не готов простить ему этот тщеславный проект и то, что он переманивает фигуристов, не зная, как их тренировать. Согласен, но это не только тщеславный проект Плющенко, но еще и бизнес-проект Яны Рудковской. И это очень прискорбно, потому что эта женщина агрессивна и безжалостна. Такое чувство, что Плющенко взялся за тренерскую работу только из тщеславия. Обидно, ведь его тренировал Мишин, который без сомнения является фантастическим тренером. Может, не в области хореографии, но в подготовке прыжков и развитии интеллекта он безумно силен. Однако Плющенко, кажется, от него ничего не взял. Особое отвращение вызывает у меня то, что фигуристов используют в качестве инструментов реализации чьего-то огромного эго, и все эти дети заслуживают лучшего. Ирония в том, что Плющенко называл Этери менеджером, а не тренером, но сам он даже не может руководить своей группой. Иностранцы верят в Косторную. Ее программы сильнее, чем у Щербаковой и Трусовой. Ждем медаль на Олимпиаде. Команда Этери Тутберидзе представила в Москве популярное ледовое шоу «Чемпионы на льду». Одним из главных хедлайнеров программы выступила Алена Косторная, вернувшаяся в марте в родной Хрустальный после авантюрной командировки в Академию Плющенко. Минувший сезон Алена, разобранная как собственными амбициями, так и руками новых тренеров, откровенно провалила. Пятый этап Кубка России, где решалась судьба билета на чемпионат мира 2021, Косторная покидала только с 6-м результатом, обливаясь слезами у бортика, а чемпионат России в Челябинске спортсменка и вовсе пропустила из-за загадочных проблем со здоровьем и травм. Как команде реаниматологов, Тутберидзе, Дудаков, Глейхенгаус, удалось за столь короткий период справиться с тяжелым пациентом? Вот вопрос, ответ на который ждали зрители, собравшиеся во вторник на трибунах Мегаспорта. По иронии судьбы на столичный лед Косторная вышла с программой «Лавли», из-за которой, по ее же собственным словам, она и покинула команду Тутберидзе в минувшем году. Даниил Глейхенгаус поставил данный номер еще во время прошлогоднего межсезонья, однако тогда работа талантливого хореографа так и не вышла в свет, так как была принята в штыки самой Косторной. Теперь же, после года горьких экспериментов, эстетические вкусы Косторной заметно изменились. Фигуристка с удовольствием откатала программу Даниила в Москве. Публике прокат Алены под лирическую композицию заокеанских звезд Билли Айлиш и Халида также понравился, не хватало только одного, фирменного тройного акселя Алены, однако сложные элементы – дело наживное. Не все сразу. Со своей же главной задачей команда Хрустального определенно справиться удалось. Алена каталась здорово, публика завелась, а эксперты увидели на льду прежнюю зажигалку Алену, за которой так скучали. Сама Алена своей программой тоже осталась довольна. Сразу после проката в Мегаспорте фигуристка заявила, что вошла в зону комфорта. «Я близка к той форме, что была в прошлом сезоне», оптимистично заявила Косторная журналистам. Комментарии иностранцев.
Алена идет за вами. Обращаясь к конкуренткам Косторной. Она очистила свой разум и снова сосредоточилась на работе. Все дело в весе. Когда похудеешь, то становишься более уверенным. Выступление в Москве было даже лучше, чем раньше. К ней вернулась уверенность. Благодаря невероятной самоотдаче и похудению. Я видел, как она катает программу «Адьос Нонина» на этом мероприятии, и она была чертовски хороша. Она единственная фигуристка из группы Этери, которая может исполнить такую сложную программу. Надеюсь, они восстановят эту программу к олимпийскому сезону. Давай, Алена, верни тройной аксель. Она талантливее Хромых и Усачевой. Мне нужно, чтобы она следующей осенью показала горячие прокаты и взошла на олимпийский пьедестал. Она прекрасный пример того, как фигуристка может быть физически одаренной, да еще и интересной в художественном отношении. Она как теплый нож сквозь масло. Ей нужно только вернуть тройной аксель. Можно даже без четверных прыжков. Она и без них выиграла почти все соревнования. У нее произвольная программа лучше, чем у Щербаковой, Валиевой, конечно же, Трусовой. Движения рук все еще сильно отвлекают. Ей следует пройти курс хореографии по работе рук. Она похудела, так как стремится к олимпийской медали. Еще 3 килограмма сбросить и тройной аксель вернется. Помните золотое правило. Толстые люди не могут прыгать. С возвращением, королева! Как можно заметить из представленных комментариев, иностранные болельщики соскучились за любимой фигуристкой. Более того, они продолжают верить в олимпийские перспективы Косторной. И основания для этого у них есть. Еще в начале прошлого года Косторная была главной примой Ледового театра Тутберидзе. Именно на Алену делали ставку в «Хрустальном». Она первой получила новые программы на сезон. Так, короткую программу Алена начала обкатывать еще зимой, а произвольную Даниил поставил для нее на первых посткарантинных сборах в Новогорске. Таким вниманием к себе со стороны тренерского штаба не могла похвастаться даже Щербакова, не говоря уже про трио ВУК. Валиева, Усачева, Хромых. Косторная же все это имела за красивые глаза, даже не осознавая собственного счастья. Более того, в постановке программ для Косторной принимала участие даже сама Тутберидзе, что бывает крайне редко, так как Этери с максимальным доверием относится к Глихенгаузу. Как правило, именно постановки в соавторстве с Этери становятся самыми успешными программами, которые выпускает «Хрустальный». Чего только стоит Дон Кихот Загитовой и девочка на шаре Валиевой. Эти программы уже стали классикой современного фигурного катания. Если Косторной удастся восстановить утерянное ранее доверие, то, безусловно, ее олимпийские амбиции обретут вполне практичные очертания. Что Алене для этого нужно сделать? А на этот вопрос вполне конкретно уже ответила сама Тутберидзе, принимая блудную дочь обратно. Алена должна кататься без выходных, перестать жаловаться на детей на льду и показывать те постановки, которые для нее выберут тренеры. Нам, поклонникам фигурного катания, остается надеяться, что Косторная услышит слова своего великодушного тренера и больше не будет испытывать терпение хрустальных богов.